Всем привет! Сегодня фильм «Битва за Мёнрянг», 2014 год, режиссер Ким Хан Мин, автор сценария Ким Хан Мин, Чон Чхоль Хон. Южнокорейский военно-исторический художественный фильм, повествующий о легендарном адмирале корейского флота XVI века Ли Сун Сине и его командовании войсками во время битвы в проливе Мёнрянг. В 1582 году полководцу Тойотоми Хидэёси удалось объединить Японию в единое государство. После этого он стал всерьез думать об экспансии на азиатский материк. Ближайшей территорией к японским островам была Корея, раздираемая в ту пору феодальными междоусобицами и казавшаяся легкой добычей, но у Японии не было сильного морского флота. Еще в 1586 году Хидэёси говорил португальскому миссионеру и епископу Гаспару Коэлхо, что хотел бы получить от Португалии большие корабли, чтобы во главе огромного войска отправиться на покорение Кореи и Китая. Но португальцы не воспринимали эти планы всерьез, считая, что японский правитель страдает манией величия. Отказ португальцев предоставить суда привел к массовой высылке португальских миссионеров из страны восходящего солнца. Только в 1590 году Хидэёси смог приступить к подготовке вторжения в Корею. Он рассчитывал занять массы самураев на внешней войне, чтобы они не помышляли о возобновлении внутренних междоусобиц. Вот для чего, оказывается, затеваются внешние войны. В январе 1597 года из Японии в Корею были переброшены подкрепления под командованием Като Киемаса. В марте корейский флотоводец Ли Сун Син был обвинен в трусости, поскольку он не смог воспрепятствовать высадке Като. Адмирала приговорили к смертной казни, но заменили разжалованием в рядовые матросы. Корейский флот возглавил адмирал Вон Гюн, представлявший придворную группировку, соперничавшую с той, что поддерживала Ли Сун Сина. 7 июля 1597 года корейский флот попытался атаковать Пусан, чтобы перехватить и уничтожить новые японские подкрепления. Но суда Вон Гюна попали в сильнейший шторм, многие из них потонули. Несколько кораблей оказались выброшены на остров Кадокто и попали в руки японцев. Корейский флот, как боеспособная сила, перестал существовать. Японская армия перешла в наступление, заняла провинцию Чола и вторглась в провинцию Чхунчхон. В такой обстановке главнокомандующим корейским флотом 22 августа был вновь назначен Ли Сун Син. В его распоряжении всего 12 судов. Флот японцев, состоящий из 330 кораблей, готовится начать наступление, и японцы абсолютно уверены в победе. Однако адмирал Ли отваживается принять бой, несмотря на очевидное неравенство сил и недоумение большинства капитанов остальных судов. С этими силами корейский адмирал 16 сентября у острова Чиндо вступил в схватку с 200 японскими судами и потопил 50 из них, сам не потеряв ни одной черепахи. Вскоре Ли Сун Син смог построить новые корабли и прочно установить господство на море. Японские войска, продвигавшиеся к Сеулу, были остановлены у города Чхунчхон. Корейская армия за время мирной передышки была реорганизована и значительно повысила свою боеспособность. Надо отметить, что меня терзали смутные сомнения по поводу победы Ли Сун Сина над японцами, имеющими такое колоссальное преимущество. И да простят меня хангуки, их постоянный статус на положении вассалов по отношению к Китаю и Японии тоже повод усомниться в боеспособности древнего Чосона. Одним из преимуществ Чосонского флота были надежные судна, якобы впервые в мире обшитые металлическими листами. Их называли черепахами. Я задалась вопросом, а как обстоят дела в Корее с судостроением, и была удивлена. Краткая информация из интернета. Судостроение в Корее берет свое начало в 15 веке, когда адмирал Ли Сун Син построил первый военный корабль «Черепаха», обшитый металлическим листом. Первое металлическое судно. Однако до конца 20 века корейские верфи занимались строительством малотоннажных и рыболовных судов. Индустриальная база для современного производства в стране отсутствовала. В фильме я как-то не заметил металла и вообще про эту черепаху ничего не понял. Она вроде сгорела перед боем, а в конце типа не сгорела. Откуда она взялась? Это уловка была или что? Как можно сделать вид, что сгорело судно, так, чтобы это видело много людей? Это же крупный дорогой объект. В 1972 году основатель компании Hyundai Чун Джу Юн начал строительство верфи в городе Улсан. Одновременно со строительством был подписан контракт с греческим судовладельцем Георгом Ливаносом на строительство 2 супертанкеров дедвейтом, сумма веса полезного груза, перевозимого судном, веса топлива, масла, технической питьевой воды, веса пассажиров с багажом, экипажа и продовольствия и характеризующего его грузоподъемность – 220 тысяч тонн. В 1974 году закончено строительство первой очереди завода и сданы заказчику Atlantic Baron и Atlantic Baroness. С 1974 года по 31 января 2011 года заводом Hyundai построено и сдано заказчику 1700 судов различных типов. Ко второй половине 2013 года запланирован выпуск
2000-го судна. С этого времени началась новая эра судостроения в Южной Корее, продолжающаяся по сей день. Южная Корея сегодня безоговорочный лидер мирового судостроения. Но вернемся к фильму. Наш адмирал болел открытой формой туберкулеза, но при этом выглядел вполне упитанным. Благодаря актеру Чве Мин Сику. Ему надо было бы похудеть для этой роли. Есть портрет Ли Сун Сина. В общем, похож. Я не знаю, может это реконструкция, может работа того времени, но, наверное, на его основе создавался персонаж. Другое дело, что портрет могли рисовать задолго до этого. А может, он просто изначально был толстым, вот так похудел. Перед главным сражением с японцами сын говорит ему: подай в отставку, на что полководец отвечает: солдат всегда следует за своим королем, а король за своим народом. Без народа нет государства, нет короля. Вот мне было интересно подробности военных хитростей, с помощью которых он победил японцев, как дошли до наших дней, были летописи или устно передавались. В сцене, когда сам адмирал в решающий момент обнажил меч, понимаешь, как храбрость и отвага полководца приумножают силы простых солдат. И единение в порыве победить любой ценой не пустой звук. А самая главная причина, по которой он победил: он землю свою защищал. Мощнейшая мотивация. Ну как можно победить страну, в которой сражается на своей земле, знает каждый бугорок, овраг, лесок, болото, ручеек, течение и воронки, приливы и отливы? Сцена, когда умирающий солдат просит свою глухонемую девушку подать знак своим, что на них несется судно, начиненное взрывчаткой, и она мычит, кричит, размахивает юбкой, я просто обрыдалась. Мне кажется, она просто немая. Он же ей кричал зачем-то, значит, слышит. А мне корабль было жалко при пожаре. Столько строили и даже не поплавал ни разу. Остальные сцены как-то послабее были. Рукопашный бой показалось недостаточно натуралистично показан. Из-за этого впечатление от эпичного морского боя немного смазалось. Это тот случай, когда умением и хитростью можно победить превосходящую численность. Я прочитала, что очень хорошую кассу собрал этот фильм в Южной Корее. Для них этот фильм, что для нас движение вверх. Гордость так распирает, что готов лопнуть. После победы в морском сражении Ли Сун Син, глядя на отступающих японцев, произнес: «И что нам делать с этой враждой?» Японский городовой: «И что этим японцам тихо не сиделось на своих островах? Солнце светит, рыбку лови, так нет же в чужом огороде и огурец длиннее, и помидор краснее». А я вот почитал про Като Киемасу, он участвовал в так называемых объединительных войнах. Япония была раздроблена, и в то время они успешно собирали страну по кускам. А ведь это вовсе не однородная масса. Я когда-то изучал этот вопрос. Окинаву вроде еще не присоединили в то время, то есть страна была не в том виде, в котором сейчас. Получается, что они просто стремились завоевать все, что было вокруг. Корея для них, наверное, была очередным княжеством, так это назовем, которое болтается без дела. На юге не получалось, вот они пошли на запад. Еще недавно никакой Японии не было вовсе, это было свежесозданное, как бы искусственное тогда еще государство, которое именно военные, то есть сёгунат, подмяли под себя. До этого я не думал об этом в таком ключе, для меня вдруг картина в целом как-то яснее стала. Что я могу сказать? Ну, в общем-то, я рекомендую. Ну, вполне себе неплохой исторический фильм. Может быть, были какие-то издержки. Ну, в целом, так все, в общем-то, ничего. На этом все на сегодня. Всем здоровья и удачи, пока. Пока.